Коррупция в Китае считается не просто преступлением, а настоящим предательством государства. Именно поэтому в Поднебесной за крупные взятки можно не только получить пожизненный срок, но и реальный смертный приговор. Один из самых известных случаев – дело Лай Сяоминя, бывшего главы финансовой корпорации Хуаронг. Он получил смертный приговор без права на помилование за хищение, коррупцию и двоеженство. По данным следствия, чиновник создал личную империю, где только взятки составили более $1,5 миллиарда. Его расстреляли в январе 2021 года, и это был не единственный такой случай. Смертная казнь за взятки в Китае применяется, когда сумма хищений превышает $46 тысяч. Этот пороговой минимум часто используется как юридический предлог, чтобы вынести суровое наказание. Реальный масштаб может быть куда больше, особенно если речь идет о системной коррупции или угрозе стабильности. Показательно, что Лай Сяоминя не только казнили, но и полностью конфисковали его имущество, включая загородные особняки, коллекции произведений искусства и даже счета на имя любовницы. Судебные документы с описанием дел публикуются в открытом доступе, чтобы напугать остальных. Китайские власти используют эти громкие дела как элемент устрашения. Среди других казненных – Чжоу Юнкан, бывший министр госбезопасности, которого осудили за сговор, злоупотребление и взятки. А вот Чжан Чжуншена, вице-мэра Ляояна, вешали на всех центральных каналах. Хотя ему заменили смертный приговор на пожизненное, общественный резонанс был огромным. Его казнили за взятки в $30 миллионов. Причем дело было рассмотрено всего за 1 месяц. В китайской культуре чиновник должен быть безупречен. И если он придает доверие партии, то должен исчезнуть навсегда. Что интересно, смертная казнь часто рассматривается как способ восстановить гармонию в обществе. Но не всегда жертвами становятся только чиновники. Следующая история покажет, что цена ошибки может быть смертельной даже для тех, кто просто понес не тот чемодан. Торговля наркотиками в Китае – это прямая дорога к казни. И без разницы, китайский ты гражданин или иностранец. Система действует жестко и быстро. Примеры этого жуткого правосудия можно найти в открытых источниках, и они далеко не единичны. Канадец Роберт Шелленберг был приговорен к смертной казни в Китае за контрабанду 220 фунтов метамфетамина. Изначально ему дали 15 лет тюрьмы, но после апелляции приговор пересмотрели и казнили. Власти обосновали это вредом для общественной безопасности в особо крупном размере. Для местных жителей все еще жестче. В провинции Гуандун несколько подростков были расстреляны на стадионе за хранение и продажу амфетаминов. Среди них был парень, которому только исполнилось 18. Его казнили публично, прямо при родителях. Суд длился 12 минут. Каждое лето в Китае проходят так называемые антинаркотические месяцы. В это время полиция устраивает массовые рейды, тысячи людей задерживаются, сотни получают сроки, а десятки – смертный приговор. И все это транслируется на государственном телевидении. Примечательно, что участие даже в небольших схемах может привести к расстрелу. Один водитель такси, перевозивший порошок в багажнике, не знал, что именно он вез. Но это не спасло его. Суд расценил действия как пособничество, и он был казнен через 1,5 месяца после ареста. Казни за наркотики особенно показательны тем, что суды работают с ускоренным режимом. Адвокаты почти не допускаются, а признания выбиваются под давлением. Власти утверждают, что таким образом оберегают молодежь. Но за фасадом борьбы скрываются и другие мотивы. Впрочем, бывает и хуже. Иногда даже мирный протест может стать причиной исчезновения или казни. Массовые акции протеста в Китае – это не просто табу. Это смертельно опасная игра. Хотя Конституция формально гарантирует свободу слова, любое отклонение от линии партии воспринимается как угроза стабильности. За организацию или активное участие в митингах можно исчезнуть без следа. А можно получить смертный приговор. Наиболее яркий пример – дело Чжан Чжунхэ, преподавателя философии в Пекине, который организовал небольшую акцию студентов против сноса университетского общежития. Через 2 дня он был арестован, а через месяц казнен. В обвинительном заключении фигурировали антигосударственная деятельность и призыв к мятежу. Подобные дела часто сопровождаются обвинениями в распространении ложной информации или сговоре с иностранными силами. Любой митинг, даже с 10 участниками, может быть квалифицирован как подрыв государственного строя. После протестов в Гонконге власти начали активно отслеживать любые собрания через камерами распознавания лиц. Арест может произойти спустя месяцы после самого мероприятия. Некоторые фигуранты потом внезапно признаются в террористических замыслах. Кто-то исчезает, кто-то получает высшую меру. Один из самых громких случаев – Лю Сяобо, лауреат Нобелевской премии мира. Он получил 11 лет заключения за подписание Хартии 08, документа с призывами к политической реформе. Хотя его не казнили, он умер в заключении от рака, не получив надлежащего лечения. Но есть и те, кого казнили официально. В 20-х числах мая 2020 года в провинции Сычуань были казнены 3 молодых активистов,
Обвиненных-то в попытке дестабилизировать социальный порядок. Их родственники узнали об этом только после исполнения приговора. Когда митинг может стоить жизни, каждый плакат становится оружием. Но гораздо страшнее, когда человек исчезает еще до предъявления обвинений. В Китае существует неофициальная практика, о которой редко говорят вслух, так называемая «черная мешковина». Это термин, которым называют внезапное исчезновение человека без ордера, суда и повестки. Его просто хватают на улице, заталкивают в машину, и все, он пропал. Так было с бизнесменом Сунь Даву, который критиковал местную администрацию. Его арестовали среди ночи, без официального протокола. Впоследствии он был осужден за провокации и создание беспорядков и получил длительный срок. Но тысячи таких исчезновений заканчиваются не сроками, а смертной казнью. По сути, черная мешковина– это спецоперации полиции, прикрываемые статьями об угрозе национальной безопасности. Задержанного помещают в закрытое учреждение, где к нему не допускают адвокатов. Он исчезает даже для своей семьи. Иногда его больше не видят никогда. Органы безопасности пользуются этой системой, чтобы избавляться от неудобных людей, активистов, бизнесменов, неугодных чиновников. Часть из них потом всплывает в зале суда, уже с признанием. Но часть исчезает навсегда. Считается, что некоторым таким задержанным выносят смертный приговор на закрытых военных судах. Международные правозащитные организации неоднократно указывали на нарушения, но китайские власти отрицают саму практику. Тем не менее, в утечках вроде Xinjiang Papers содержатся десятки упоминаний об перевоспитательных мероприятиях с необратимым исходом. Некоторые из исчезнувших потом оказываются донорами органов. Их следы находят в базе биологических образцов, которые по официальной версии были пожертвованы добровольно. Одна ошибка, один неправильный пост, и черная мешковина уже ждет тебя у двери. А что если жертва даже не подозревала, что преступление смертельно? Убийство в Китае карается предельно строго, особенно если мотив считается низменным. Смертная казнь за убийство не теория, а жесткая практика. И сроки между приговором и казнью зачастую минимальные. Так, в 2019 году был казнен мужчина, зарезавший девушку после отказа встречаться. Суд не признал аффект и даже не назначил психологическую экспертизу. Приговор был приведен в исполнение через 45 дней. В другом случае мать убила собственных детей, желая отомстить бывшему мужу. Обстоятельства вызвали волну шока, но суд счел, что эмоции не оправдывают преступления. Женщину казнили через полгода, отказав в пересмотре дела. Важно, что суды в Китае не применяют смягчающих обстоятельств так, как это делают в западных странах. Даже случайное убийство при ограблении может привести к смертному приговору. Преступления, в которых жертва, ребенок или пожилой, автоматически переводят дело в особо тяжкую категорию. Судебные слушания проходят быстро, обвиняемые зачастую не могут нанять адвоката. А когда вынесен приговор, шанс на помилование почти отсутствует. Интересно, что в некоторых случаях казнь происходит медицинским способом, смертельной инъекцией в больничной палате. Это считается более гуманным, но сути не меняет. Но бывают случаи, когда человек не убивал. Он просто перевез запрещенный товар. И этого оказалось достаточно, чтобы исчезнуть навсегда. В Китае контрабанда– это не просто экономическое преступление. В некоторых случаях она расценивается как угроза биобезопасности, культурному наследию или даже национальной стабильности. За это можно получить смертную казнь. Особенно если речь идет о контрабанде редких животных или их частей, например, тигровых костей, рогов носорога или панголинов. К примеру, в 2020 году суд в провинции Фуцзянь вынес смертный приговор мужчине по фамилии Линь, который занимался контрабандой чешуек панголина и рогов носорога. Его обвиняли в торговле редкими дикими видами и нанесении ущерба окружающей среде в особо крупных масштабах. Общая стоимость изъятого оценивалась в несколько миллионов долларов. Суд не стал рассматривать вариант пожизненного заключения, несмотря на то, что обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Другой случай произошел в провинции Гуандун, где была задержана группа рыбаков, нелегально вылавливавших и переправлявших вьетнамским посредникам плавники акул. Один из задержанных, бывший инспектор рыбоохраны, получил смертную казнь за злоупотребление служебным положением и уничтожение морской фауны. Особую строгость Китай демонстрирует в отношении древностей. Любая попытка незаконного вывоза артефактов, особенно из погребальных комплексов, расценивается как покушение на национальное достояние. Контрабандист по фамилии Джао, задержанный при попытке вывоза золотых украшений эпохи Хань, получил смертный приговор с отсрочкой, которая позже была отменена из-за недостаточной степени раскаяния. В этих делах примечательно, что казнь применяется не за насилие, а за ущерб идеологии и вред государственным интересам.
Контрабандист становится не просто преступником, а символом разрушения национальной идентичности. Это важно для понимания логики китайской юстиции. Но еще тревожнее становятся случаи, когда объектом угрозы объявляется вера, и за нее тоже казнят. Хотя Конституция КНР формально гарантирует свободу вероисповедания, на деле эта свобода строго регламентирована. Признаются только 5 официальных религий – буддизм, даосизм, ислам, протестантизм и католицизм, при условии их контроля со стороны государственных структур. Все, что выходит за рамки, считается сектой, а значит угрозой. И именно за принадлежность к незарегистрированной религиозной организации можно получить смертную казнь. Самый известный случай – движение Фалунь-Гун. Эта система медитации и духовных практик была популярна в 90-х, но позже была признана антигосударственной сектой. Сотни тысяч ее последователей были арестованы. По данным международных организаций, десятки тысяч из них подверглись пыткам, а часть казнена. Бывший член Компартии и инспектор полиции Хао Фэнцзюнь в 2000-х сбежал в Австралию и дал под присягой показания о массовых казнях практикующих Фалунь-Гун. Он утверждал, что многих из них убивали ради органов, а тела кремировали без уведомления родных. Китайские власти обвинения отвергли, но независимые журналистские расследования подтвердили факты исчезновений и совпадения медицинских баз данных. Не только Фалунь-Гун оказался под ударом. Некоторые мусульманские группы, отказавшиеся регистрироваться в контролируемых структурах, были обвинены в экстремизме и подстрекательстве к сепаратизму. В Синьцзяне десятки человек были казнены за религиозный фанатизм. Иногда просто за распространение проповедей в социальных сетях. Казнь применяется в тех случаях, где проповедь трактуется как призыв к дестабилизации. И если в других странах это стало бы поводом для диалога, в Китае это означает быструю расправу. Иногда что в прямом эфире. Иногда достаточно одного слова, неосторожного, эмоционального, вырвавшегося в чате. И оно становится последним. В Китае слова могут убивать, особенно в интернете. Любое публичное высказывание, критикующее руководство партии, государственные символы или внешнюю политику, может быть квалифицировано как подрыв государственной власти. А это прямая дорога к смертному приговору. В 2017 году студент из провинции Гуйчжоу написал в чате университета фразу, в которой усомнился в непогрешимости партии. Фраза быстро распространилась, и на следующий день он был арестован. Через несколько месяцев стало известно, что его осудили за разжигание вражды и призыв к мятежу. Официальный приговор, да смертная казнь с отсрочкой, которая впоследствии была реализована. Существует немало случаев, когда пользователи соцсетей, выложив мем или сатирическую картинку, исчезали с радаров. В некоторых случаях их позже находили в тюрьмах, в других не находили вовсе. В 2021 году мужчина по фамилии Ван разместил сатирическую фотоколлаж на местного чиновника, выложив его в мессенджер с 200 участниками. Его приговорили к смертной казни за дискредитацию государственного аппарата в условиях повышенной социальной напряженности. Цензура в Китае работает в тандеме с полицией. Используются системы искусственного интеллекта, отслеживающие контекстные фразы, фото и даже эмоции на видео. Если алгоритм находит подозрительное содержание, включается ручной режим. Смертные приговоры в таких случаях используются как превентивная мера, чтобы никто даже не думал повторить. И это работает. Миллионы пользователей сами удаляют старые публикации, очищают чаты и закрывают свои профили. Но даже удаленная публикация не всегда спасает. Потому что последствия могут быть не только для того, кто написал. Иногда они касаются сотен и даже тысяч человек. Производство и продажа поддельных медицинских препаратов в Китае преступление, за которое предусмотрена смертная казнь. И это не просто угроза, реальные казни уже были. Самый громкий случай произошел в 2015 году, когда бизнесмен по фамилии Лу Хунзин был приговорен к высшей мере за производство фальшивых вакцин от бешенства и гепатита. По материалам дела он продавал препараты, содержащие воду с витаминами, без активного вещества. Десятки тысяч доз были поставлены в школы и сельские клиники, более 30 детей скончались. Суд признал его виновным в преднамеренном массовом отравлении. Особенность китайской системы в том, что масштаб преступления – это не только количество жертв, но и вред доверию к государству. Именно поэтому дело Лу сопровождалось отдельным обвинением в подрыве национальной безопасности. Этот пункт и стал основанием для казни. Смертный приговор может последовать и за ввоз фальшивых препаратов из-за рубежа. Так, в 2019 году была казнена женщина, занимавшаяся доставкой контрабандного инсулина. Формально за экономическое преступление, фактически за причинение смерти через халатность. Подделка лекарств расценивается как теракт. И именно по таким статьям чаще всего выносятся смертные приговоры. Китайские СМИ публикуют видео с извинениями обвиняемых, сделанными перед казнью. Их заставляют говорить на камеру, что сожалеют и просят прощения у нации.
Но есть категория преступлений, где извинения даже не записывают. Потому что казнь становится шоу, массовым, публичным, с аплодисментами. Публичные казни не архаика. В Китае они существовали вплоть до 2000-х, а в некоторых регионах происходят и сегодня. Наиболее шокирующие случаи — это казни, проведенные на стадионах при тысячах зрителей. В 1998 году в городе Хэйхэ были расстреляны более 20 человек прямо на футбольном поле. Причиной стали дела о наркоторговле, убийствах и экономических преступлениях. Судебный процесс прошел в тот же день утром, а казнь — вечером. Зрителям раздавали листовки с именами приговоренных. Стадионы стали своего рода народным трибуналом. Туда свозили школьников, рабочих, студентов. Все происходило по сценарию: объявление приговора, прочтение покаяния и выстрел в затылок. Тела сразу увозили на кремацию. Последний известный случай состоялся в декабре 2017 года в Луване. 4 молодых людей расстреляли за убийство школьника. При этом трансляция велась в прямом эфире на местном телевидении. Власти объясняют эти меры необходимостью устрашения. Публика видит, что наказание — реальность. И это, по мнению руководства, помогает воспитывать дисциплину. Но такое воспитание на глазах тысяч оставляет след, особенно у тех, кто потом выполняет приговор. Ведь кто-то должен нажимать на спуск. Современная китайская смертная казнь — это не всегда выстрел в затылок. С начала 2000-х годов все чаще используется так называемая восточная гильотина — смертельная инъекция. В отличие от публичного расстрела, этот метод позиционируется как более гуманный и цивилизованный. Но в реальности он не менее пугающий, особенно потому, что проходит скрытно и стерильно, словно операция. Первый раз смертельная инъекция была применена в 2003 в провинции Куньмин. С тех пор десятки мобильных автобусов смерти курсируют по всей стране. Это настоящие реанимобили, внутри которых заключенного привязывают к столу, вводят 3 препарата и фиксируют биологическую смерть. Что особенно тревожно, к этим процессам часто подключены медицинские учреждения. Установлено, что часть таких казней проводится сразу с забором органов. Мобильная казнь совмещена с трансплантацией. Все проходит быстро, стерильно, с минимальными следами. Технически смертельную инъекцию можно провести по расписанию. Бывшие заключенные утверждали, что в блоке смертников-сотрудников заранее уведомляют: через 2 дня казнь. Все происходит как бюрократическая процедура: запись, медосмотр, последний прием пищи и поездка в машину. Некоторые провинции полностью отказались от расстрелов в пользу инъекций. Это касается Пекина, Шанхая, Шэньчжэня. Там казни стали абсолютно невидимыми для общества. Только редкие утечки позволяют понять, что приговор был исполнен, публичности больше нет. Но за фасадом гуманности скрывается коммерческая заинтересованность. Особенно если учитывать, что органы казненных — это товар, очень дорогой товар. Однако даже в этой, казалось бы, стерильной системе есть случаи, когда смерть приходит не в клинике, а в банке. В Китае экономические преступления считаются едва ли не более опасными, чем насильственные. Это касается прежде всего крупного мошенничества, обманов вкладчиков, незаконных инвестиций и махинаций с акциями. Государство рассматривает эти действия как прямую угрозу финансовой стабильности. А значит, может последовать смертный приговор. В 2009 в Пекине была казнена женщина по имени Ву Инь, одна из самых известных предпринимательниц провинции Чжэцзян. Ее обвинили в незаконном привлечении более 100 миллионов долларов от частных инвесторов. Хотя большая часть денег была возвращена, суд вынес смертный приговор. И только массовая кампания правозащитников добилась его замены на пожизненное. Но не всем везет. В 2015 году казнили бизнесмена, который запустил инвестиционную платформу, обманув более 20 тысяч вкладчиков. Его дело стало хрестоматийным примером того, как власть пресекает финансовые пирамиды. Все активы были конфискованы, семья выселена, сотрудники арестованы. Важно, что в подобных делах наказание зависит не только от суммы ущерба, но и от эффекта, который вызван в обществе. Если дело становится публичным, возбужденные вкладчики выходят на улицы, шансов на помилование почти не остается. Еще один случай. В Шэньчжэне. Там была казнена пара, создавшая криптовалютную платформу без лицензии. Им вменили подрыв государственной валютной системы и угрозу суверенитету. Хотя криптовалюты официально запрещены, сам факт привлек внимание международной прессы. Казнь за экономику, это предупреждение, что деньги в Китае подчиняются политике. А значит, их неправильное использование — угроза всей системе. Но суды, вынося такие приговоры, работают быстро, иногда слишком быстро. Китайская судебная система часто вызывает вопросы у международных наблюдателей, особенно в делах, где на кону жизнь человека. Бывают случаи, когда от ареста до казни проходит всего несколько недель.
Процесс может занять меньше суток, и чаще всего защита не имеет никакого веса. По статистике, в Китае около 98% уголовных дел заканчиваются обвинительным приговором. Но в делах, связанных с государственной безопасностью или крупными преступлениями, шанс на оправдание стремится к нулю. Причина проста. Суды формально независимые, но фактически работают в интересах партийной вертикали. В громком деле Ян Цзя, мужчины, напавшего на полицейский участок в Шанхае, все выглядело как формальность. Суд прошел за один день. На слушании не допустили независимых адвокатов. Приговор – смертная казнь. Апелляция Пущин отклонена. Через 2 месяца он был расстрелян. Заседания часто проходят в закрытом режиме. Семью не допускают. СМИ получают разрешенные пресс-релизы. Любая попытка привлечь внимание считается давлением на суд. Иногда и вовсе нет суда, только внутренний военный трибунал при угрозе национальной безопасности. Адвокатские палаты также ограничены. Адвокатов могут лишить лицензии за неуважение к суду, если они попытаются обжаловать смертный приговор. Некоторые отказываются участвовать в таких делах. Слишком большой риск. Когда судебное разбирательство превращается в ритуал, казнь становится финальной печатью системы. Но иногда этот процесс запускается не из-за дела, а из-за баллов, социальных баллов. В Китае действует система социального кредита. Цифровая платформа, где каждому гражданину присваивается рейтинг поведения. Баллы начисляются за законопослушность, своевременную уплату налогов, поддержку партийных инициатив. А снимаются за опоздание, нарушение ПДД, долги, неподобающее поведение в интернете. На первый взгляд это просто цифровой порядок. Но в реальности это опасный механизм давления. Люди с низким рейтингом не могут покупать билеты на поезд, оформлять кредиты, устраиваться на работу. Некоторые теряют право на обучение за границей. Но что происходит, когда социальный рейтинг используется против заключенных? Все чаще в Китае появляется практика, когда осужденным присваивается отрицательный индекс общественной опасности, цифровая категория, которая используется для аргументации смертного приговора. В деле по фамилии Ли, обвиненного в махинациях, суд отдельно указал, имеет отрицательный социальный след, подрывает цифровое доверие. Это стало основанием для отказа в отсрочке приговора, то есть баллы стали формой доказательства. Эксперты предупреждают, система может превратиться в оружие, особенно если начать ею манипулировать. Один неправильный лайк, подписка на неугодную страницу, случайное видео, и рейтинг падает. Если у человека уже есть судимость, это может повлиять на меру наказания. Реальные случаи, когда поведение в сети учитывалось при выборе между пожизненным сроком и расстрелом, уже зафиксированы. А дальше, больше. Потому что казни требуют исполнителей, а те и люди со своими эмоциями. И у некоторых из них язык развязывается. В Китае профессия палача официально не существует. Но кто-то же нажимает на курок, кто-то вводит инъекцию, кто-то доставляет заключенного в автобус смерти. Эти люди – тени в системе. И иногда они говорят, пусть анонимно. В 2000-х в Гонконге был опубликован анонимный дневник сотрудника службы исполнения приговоров. Он рассказывал, как в течение 8 лет участвовал в более чем 100 казнях. По его словам, со временем он начал терять сон, а лицо осужденных начало сниться. Он описывал, как происходит расстрел. Мы держим его, офицер дает знак и выстрел. Иногда мозг вытекает на землю, иногда он просто падает, как мешок. Позже он признался, после первого я хотел уйти, после пятого уже не чувствовал ничего. Бывшая медсестра, работавшая в автобусе смерти, рассказывала, что перед инъекцией заключенному не дают права сказать последнее слово. Его просто фиксируют и усыпляют, он как на процедуре, только проснуться не успеет. Некоторые участники процесса убеждены, что исполняют долг. Я не убиваю. Я исполняю решение государства. Такая фраза звучит почти в каждом интервью. Но есть и те, кто сломался. Один из водителей мобильного госпиталя позже сбежал в Канаду, заявив, что видел, как сразу после смерти начинали вырезать органы. Палачи не герои и не злодеи. Они шестеренки в машине. Но иногда даже машина сбоит. Особенно, когда смерть становится телешоу. В Китае долгое время существовала практика не только публичных казней, но и их трансляции в прямом эфире. В 90-х и начале 2000-х годов подобные видеозаписи выходили в утренних новостях, как часть официальной повестки. Формулировка, которую использовали дикторы – исполнение приговора в целях поддержания социальной стабильности. Одним из самых известных случаев стала трансляция казни 3 наркоторговцев в городе Чжэньчжоу в 97-м. Камера показывала, как осужденные стоят в грузовике с табличками на груди. Их привезли на поле за городом, выстроили в линию. Звук выстрелов приглушен, но зрители все поняли. Через час это видео показали в прайм-тайм. В ряде случаев казнь использовалась как элемент пропаганды. Например, после громких убийств или коррупционных скандалов власти демонстративно наказывали виновных в эфире.
Казнь воспринималась не как правосудие, а как акт очищения. Народ должен был видеть, как система удаляет опухоль. На юге Китая, в провинции Юньнань, в 2000-х годах существовала регулярная передача, в которой демонстрировались кадры с судебных заседаний, признания обвиняемых и исполнения приговоров. Формат чем-то напоминал криминальные хроники, но финал всегда был один и тот же. После 2000-х годов подобные трансляции запретили на государственном уровне. Официальная причина – неэтичность и травматизация общества. Но многие уверены, что власти просто решили убрать из публичного поля кровавые следы. Тем не менее, сохранились записи, утечки, документальные фильмы, и они до сих пор шокируют. Люди в кадре знают, что умрут. Некоторые кричат, некоторые молчат. Все они – часть большого механизма. Но механизм этот работает не просто ради страха. Он еще и приносит пользу, материальную. Особенно если тело не уходит в землю. Одной из самых мрачных тайн китайской юстиции является прямая связь между смертной казнью и трансплантацией органов. В течение десятилетий Китай официально признавал, большинство органов для пересадки поступает от казненных преступников. Лишь в последние годы власти начали заявлять о переходе к добровольному донорству, но независимые источники говорят об обратном. Число трансплантаций в Китае исчисляется десятками тысяч ежегодно. При этом в стране долгое время не существовало системы добровольного донорства. Родственники не отдавали тела, культура захоронения важна. Значит, органы брались откуда-то еще. Расследования, проведенные правозащитниками и своими бывшими врачами, свидетельствуют. В больницы поступают заключенные, у которых приговор был приведен в исполнение буквально за час до операции. Все заранее согласовано. Группа крови, совместимость, список органов. Бывший хирург Энвер Тохти рассказал, как в 90-х его вызвали к месту казни. Ему велели дождаться выстрела, а затем немедленно извлечь почки. Если вам стало интересно, как обстоят дела с правами человека и медициной в Китае, загляньте на наш сайт wideori.com. Там много историй на эту тему, а может и найдете ответ на вопрос, почему крошки с печеньем так не любят делиться, ссылка в описании. По его словам, заключенный еще дышал, когда началась операция. Это было казнью ради излечения. Больше всего вопросов вызывает соответствие графиков казни и потребностей трансплантологии. В Китае можно получить нужный орган в течение пары недель, тогда как в других странах ожидание длится годами. Это возможно только в том случае, если органы берутся под заказ. Часто упоминается связь между массовыми арестами представителей религиозных меньшинств, например, фалуньгун или уйгуров, и резким увеличением числа доступных доноров. Заключенные проходят медосмотры, хотя их никогда не лечат. Очевидная подготовка к излечению. Смерть превращается в товар, а казнь – в логистическую процедуру. Но это может случиться не только с оппозиционером или активистом. Достаточно быть не тем бизнесменом. Или просто оказаться не в том списке.